Камни и скалы, среди которых обитают многие виды рыб, играют большую роль в их жизни. Расщелины между камнями и под ними– это прекрасное убежище, в которых можно спокойно отдохнуть и даже поспать. Под этим камнем нашли приют несколько рыбок. Уплывшая с бело-красными полосками сейшельская рыба-солдат, темная вертикальными полосками абудевдус сардидус, с красной мордой рыба-белка длинночелюстная. Такие убежища часто посещают рыбы-чистильщики, как, например, этот промелькнувший здесь голубенький губан-доктор. Так что там можно получить не только защиту от своих врагов, но и получить своего рода медицинское обслуживание, очистку тела и полости рта от паразитов. Этот звездчатый аэротрон принимает процедуры в медицинском кабинете под камнем. Его довольно изящно обслуживают голубые губанчики. Заплывают ему прямо в рот, и там все чистят. А он, как пациент стоматолога, держит свой рот широко открытым. Иногда можно нарваться и на мошенника, ложную рыбку чистильщика аспидонтус трактус. Она внешне почти неотличима от голубого губанчика, но вместо того, чтобы чистить клиента, она стремительно подплывает и откусывает кусочек живой плоти или плавника, после чего быстро уплывает. Кораллы в какой-то степени похожи на камни. Их даже можно назвать живыми камнями. Коралловые рифы создают причудливый рельеф, где также много убежищ, как и среди камней. Эта индийская крылатка устраивается поудобнее на дневной сон под кораллом. Она ночной хищник и на своей территории обычно имеет несколько таких убежищ, где отдыхает в дневное время. А эта рыбка чистит свой туннель от заплывших сюда листьев. Похоже, это рыба из семейства помоцентровых. Может быть, взрослых резиптера двупятнистая. У взрослых часто отсутствуют характерные для этого вида два темных пятна на теле. Некоторые рыбы своим внешним видом и поведением имитируют камни, как этот группер таувина. Но его схожесть с камнем– это не защита от хищников. Он сам хищник. Лежит неподвижно, ну прямо натуральный булыжник. Но стоит подходящей рыбке оказаться на расстоянии броска, он молниеносно ее атакует. Около этого камня скоро произойдет довольно занятное событие, но об этом расскажем попозже. Жизнь у многих рыб семейства собачковых связана с камнями и скалами. Их очень трудно разглядеть на каменистой поверхности. Настолько их окраска и поведение соответствуют ей. Они активно используют возможности, предоставляемые камнями. Например, эти рыбки-собачки из рода альтикус запрыгнули на этот камень, торчащий из воды. Запрыгнув на него, они недоступны для своих врагов. Здесь они нашли не только защиту, там на поверхности камня они могут найти много съедобного для себя и неплохо подкормиться. Рыба-собачка сфинкс научилась использовать для укрытия маленькие пещерки в камнях. Довольно ловко она заплыла в эту пещерку задом наперед. Заплыла и выглядывает, как птичка из дупла, готовая при любой опасности скрыться в нем. Камни– это не только защита для рыб. На них и под ними можно найти и пищу. Под камнями скрываются различные бентосные организмы, лакомства для рыб-бентофагов. Достаточно крупные и сильные бентофаги, как, например, этот самец королевского користа, с легкостью переворачивают большие камни и добираются до своей излюбленной пищи. Около него бьются рыбы помельче, в ожидании кормового лакомства.
Лазоревый клюворыл пошел своим путем. В ходе эволюции он заимел длинное вытянутое рыло, с помощью которого он легко может добраться до пищи, скрытой как под камнями, так и в глубоких расщелинах. На поверхности камней тоже хватает пищи. Это обрастание их поверхности макроводорослями, налет гитрита, а также различные беспозвоночные организмы, обитающие на камнях. Эта обыкновенная рыба-попугай объедает макроводоросли с камня. Зубы рыб-попугаев представляют собой уникальный природный инструмент, довольно идеально адаптированный для соскабливания образцаний из кораллов и камней. А эта трехполосая рыба-бабочка тоже нашла на камнях что-то съедобное. А вот и обещанное событие возле этого камня. Сюда приплыла перечная мурена и заинтересованно обследует его со всех сторон. Заплывает под него и на него, пытается пошевелить, но довольно безуспешно. После нескольких попыток сдвинуть камень, она, кажется, уплыла. Ее нигде не видно. Возможно, она потеряла интерес к этому камню. Но посмотрим еще. Возможно, она вернется. Вот она снова рядом с камнем и о чем-то размышляет. Опять исчезла. Интересно, чем ее заинтересовал этот камень? И чего она надумала? Многие крупные и достаточно сильные рыбы камни вблизи своего логова перемещают ко входу в их убежище, дополнительно затрудняет для других рыб вход в него. Но поблизости не видно никакого логова, да и камень явно слишком тяжелый для нее. Непонятно, чего такого она в нем нашла. Посмотрим, что будет дальше. Вот она снова здесь. Да и не одна. Привела к камню помощника. Обследуют его вместе. Теперь они совместно довольно активно пытаются сдвинуть этот камень. После нескольких попыток им удается немного пошевелить его. Затем они, похоже, теряют к нему интерес и вскоре уплывают. То ли довольные тем, что им удалось его подвигать, то ли разочарованные тем, что подвигали не очень-то успешно. Интересно, что это было? У меня только одна версия. Они использовали этот камень как тренажер, чтобы прокачать свои мышцы. Если у кого-то есть другие версии, пишите в комментариях, обсудим.